Друзья, всем привет! Серферы-бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наш второй сегодня субботний эфир. И он посвящен ключевой теме, которая у всех на устах в последние дни. С 1 января, как вы знаете, прекратился транзит российского газа через Украину. И это уже повлекло огромные последствия, потому что в Молдове мы видим энергетический кризис. Приднестровье вообще осталось без тепла. И там печками, буржуйками, там грубками пытаются обогреться. Руководство этой непризнанной республики призвало население вернуться к таким способам обогрева, так сказать. Фицо в Словакии угрожает там уменьшить украинским беженцам пособия, потому что не хотели, чтобы останавливался этот транзит российского газа. В общем, это решение имеет большие, серьезные геополитические, геоэкономические последствия. И вот мы сейчас покопаемся в газовой теме, ну, в более широком плане, в нефтегазовой теме, поговорим об итогах, нефтегазовых итогах 2024 года с Сергеем Макогоном, который является, ну, одним из самых продвинутых и хорошо информированных специалистов этой отрасли, потому что долгое время занимал топ-позиции в этой отрасли и прекрасно знает все ее проблемы. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Ну, давайте начнем с, собственно говоря, с вот этой ситуации, с отключением, с прекращением транзита российского газа. И я вот задал бы первый вопрос такой. Те последствия, с которыми сейчас вот столкнулись и страны реципиенты российского газа, и Украина, насколько вот они были предсказуемы с точки зрения, скажем, логики действий нашего государства. Потому что у меня есть впечатление, что, допустим, по Молдове мы не совсем как бы вот думали, как это аукнется Молдове, потому что она находится перед парламентскими, выборами. И, собственно, там сейчас эта ситуация подстегнула, как бы подбросила пламя, в пламя политической борьбы, там, аргументы, контраргументы. И соответственно, как мы можем купировать негативные всякие тенденции, которые там могут проявляться? Или и есть ли они, на ваш взгляд? Ну, давайте я начну немножко с истории, потому что важно понимать всю эту историю, чтобы это событие о прекращении транзита не было как бы вырвано из контекста. Значит, Украина в свое время была единственным маршрутом экспорта российского газа, ну тогда еще советского газа, в Европу. Да? И мы в то время могли экспортировать где-то 145 миллиардов кубических метров газа. И весь газ фактически российский, ну в то время еще и среднеазиатский, во времена Советского Союза, они шли через Украину. Начали газопроводы строить там в 60-х, 70-х, 80-х годах, и, собственно, они долго работали. После распада Союза понятно, что Россия начала понимать, что им нужно фактически забирать эти газопроводы, все, которые возможно, потому что это залог экономического благосостояния Российской Федерации. Они начали очень сильно давить на все страны, где только могли. И фактически они вот играли с этими ценами, скидками, создавали искусственные долги, забирали ГТС, и у них это все получилось. Беларусь, да, они забрали ГТС за долги, Молдова забрали ГТС за долги, Армения. Ну, фактически единственная страна, где ГТС еще не была забрана в какие-то там совместные предприятия и так далее, это была Украина. Слава богу, нашего правительства, наших руководителей хватило или мудрости, либо жадность была самая большая, не могли договориться с русскими. Но было там куча идей всяких. Скорее всего, именно это, скорее всего, именно второе. Ну, не знаю, я не хочу обижать, я очень много людей уважаю, которые работали в нашей газотранспортной системе, но не исключаю и того, что как бы аппетиты были завышены. Но, скажем так, в сухом остатке наша украинская ГТС осталась в собственности нашей страны, нашего правительства. И россияне поняли, что как бы нужно что-то делать, и они начали строить обходные газопроводы. То есть первое они построили Ямал-Европа через Польшу, то есть это труба, которая идет в Беларусь, дальше в Польшу, потом в Германию. Потом они, значит, начали строить северные потоки, построили первый северный поток. Потом они, значит, начали строить турецкие потоки и Северный поток-2.
И фактически уже к 2000 году мы уже должны были потерять весь транзит. Я участвовал в переговорах в трехсторонней рабочей группе еще где-то с 16-17 года. Это была Украина, Европейский Союз и Российская Федерация. И тогда я четко помню, это был 17-й год, когда нам руководство «Газпрома» и Минэнерго Российской Федерации говорили, что никакого транзита через Украину в 2020 году не будет. Они не хотят ничего продолжать. Они сейчас достроят Северный поток-2, и все будет у них хорошо. И мы уже должны были остаться без транзита еще в 2020 году. И уже тогда мы готовили нашу ГТС к работе без транзита. Да, то есть была проделана колоссальная работа, потому что на самом деле русские нам отключали транзит и в 2006 году, и в 2009, и мы уже тогда научились это делать. Просто до 2020 года мы уже все дело это отладили. Но, как вы помните, тогда Украина заняла очень активную позицию, и я считаю, в первую очередь это благодаря руководству «Нафтогаза» в то время, Коболев, Ветренко, поддержка Яценюка. Значит, была очень развита активная работа с Соединенными Штатами Америки, и мы добились тогда санкций администрации Трампа против Северного потока-2. 20 декабря 2019 года были введены санкции, и в этот же день судно норвежская, которая занималась прокладкой Северного потока-2, быстренько уплыла и оставила Северный поток-2 недостроенным. Фактически там оставалось, не помню, 30-40 километров проложить, они не смогли. У россиян не было суден, которые могли закончить этот проект. Они фактически потратили 1,5 года для того, чтобы там что-то там соорудить из тех суден, которые у них были, привести и достроить Северный поток-2. Но это уже был 22 год. В 2020 году, вот в декабре 2019 года, они поняли, что они не успевают достроить Северный поток-2. У них есть контрактные обязательства перед европейцами, и они вынуждены подписать с нами новое транзитное соглашение. Вначале они предлагали нам подписать транзитное соглашение на 3 года по 30 миллиардов ежегодно. Ну, надеясь, что за 3 года они достроят Северный поток-2. Но мы настаивали, украинская имеется в виду делегация, настаивала, что нам так мало не интересно, интересует больше объем и более длительный срок. И вот договорились на 5 лет и больше объема. Там примерно в среднем по 45 миллиардов ежегодно. И хочу сказать, что, скажем так, финансовый вопрос, он не был тут у нас основным. Основной была идея, которую мы доносили до американских и до европейских партнеров, особенно в Германии, которая очень сильно зависела от этих северных потоков и активно лоббировала их строительство. Мы им доносили, что как только Россия достроит Северный поток-2, фактически сразу же начнется военное вторжение в Украину. То есть это была наша позиция, ее поддерживали американцы. И, собственно, в последний момент уже и немцы начали об этом говорить. Меркель тогда, если помните, она настаивала, что через Украину нужно сохранить минимум 40 миллиардов кубов транзита, да, как гарантия того, что, значит, россияне не будут тут заниматься масштабными боевыми действиями. Но, к сожалению, этот транзит через Украину не спас нас от вторжения. Вторжение состоялось в феврале 2022 года. И сейчас уже сохранения транзита как такового, как элемента защиты Украины от военного вторжения нет. А продолжать зарабатывать россиянам 6,5 миллиардов долларов ежегодно на продаже газа через Украину, я считаю, что во время войны недопустимо. И, собственно, я об этом начал говорить где-то еще год назад, активно там и мы с вами говорили, и там, я очень много писал на эту тему, и я очень рад, что все-таки транзит не продлили, и я, честно говоря, до конца сомневался, будет ли такое решение принято, потому что мы помним, еще летом ходили какие-то там слухи, это не слухи, это была правда, что ведутся переговоры с Азербайджаном. Да, значит, с Сакаром. Да, схематоз, значит, там предложить перекрасить российский газ под азербайджанский, его там транзитировать. Вот. Но все специалисты знают прекрасно, что нет никакого свободного азербайджанского газа, который они дополнительно могут возить в Европу. Все, что они добывают и могут экспортировать, уже идет через Турцию по Танапу в Европу и так. Вот. Ничего дополнительного у них нет, и это была просто схема, значит, покрасить российский газ в азербайджанский и продолжить транзит. Ну, я рад, что
значит, какие-то аргументы подействовали на нашего президента, и он принял решение этот транзит не продлевать. Хотя вот до конца я не верил, какое будет решение. Сергей, на секундочку, немножко статистики. Транзит российского газа в 2024 году вырос почти на 15%, в Европу я имею в виду, в сравнении с предыдущим годом и составил 32 миллиарда кубов. В прошлом месяце транзит газа в Европу вырос и составил 2,83 миллиарда кубов, а месяцем ранее составил 2,75. Также вырос транзит и в сравнении с декабрем 2023 года, когда он составил 2,6 миллиарда кубов. Поставки значит, идут в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины, ну шли, это то, что вот было в прошлом году, они выросли на 6% и составили 5,4 миллиарда кубов. Поставки в страны Юго-Восточной Европы выросли почти на четверть и составили 16,7 миллиардов кубов. Отметим, что Минэнерго Турция отмечала также, что в этом году ожидает объем импорта российского газа на уровне 20 миллиардов кубов. В 2023 году объем закупки российского газа в общем объеме составил более 50%. Подземные хранилища в Европе на конец прошлого года были заполнены более чем на 72% против 86% в конце 2023 года. Это российский телеграм-канал «Газбатюшка». Тут ничего такого, я все расскажу, сейчас поясню. Смотрите, цифра рост 15%, она звучит там, знаете, красиво. Русские любят там это называть негативный рост или там и так далее. Просто вопрос в базе сравнения, да. То есть Россия потеряла 110 миллиардов экспорта в Европу. 110 миллиардов. Да? Я просто вам скажу, что в 2021 году «Газпром» добывал 515 миллиардов кубических метров газа. В 2023 году «Газпром» добывал только 355 миллиардов кубических метров газа. У них производство газа снизилось на 160 миллиардов кубических метров. За счет чего как бы, они вынуждены были снижать? Потому что газ девать некуда. Европа отказалась от 110 миллиардов, снизились поставки там в другие страны. Собственно, они были вынуждены этот газ просто не добывать, глушить скважины, потому что нет возможности у Российской Федерации этот газ отправить на другие рынки. Китай, то, что они трубу построили, сейчас там пишут, что у них каждый там, месяц там, новый рекорд поставок в Китае. Это, знаете, тупая российская пропаганда, связанная с тем, что они просто сейчас рампап, выводят на проектную мощность газопровод, который они построили. Этот газопровод, фактически, он идет с отдельного месторождения, не с тех месторождений, откуда газ шел в Европу, а совершенно другого месторождения. И, собственно, вот этот вот газ, который добывался для Европы, на эту трубу перекинуть невозможно. Там нужно строить так называемый газопровод «Сила Сибири-2». А строить его нужно 10 лет, и на это нужно, там, не знаю, 20 миллиардов долларов, которых в России сейчас нет. Поэтому им ничего не остается делать, как снижать добычу в Российской Федерации. ЛНЖ они строить не могут, закрытый доступ к технологическим, к технологиям. Даже Новотек, который там самый основной производитель СПГ в России, он сейчас отложил свои все новые проекты, потому что они понимают, они их построить не могут. Да? Вот там Arctic LNG не построили, но он под такими санкциями, что судно там 4 месяца с этим российским газом плавало вокруг мира и вернулась назад, потому что никто не хочет покупать этот российский LNG, боясь вторичных санкций. Да, есть поставки с российского проекта СПГ Ямал в Европу. Почему? Потому что это фактически так называемый проект о разделе продукции. Там есть акционеры, европейские компании, и они просто изымают как бы свои инвестиции за счет вот этого получения этого LNG. Это в основном Франция, там, Испания и так далее. Но это, скажем так, Новотек, вот эти все СПГ проекты, они получили льготы, по-моему, там на 15 лет от российского правительства, они вообще никакие налоги в российский бюджет не платят. Поэтому косвенно они финансируют бюджет, конечно, через там налоги на прибыль и так далее, но налогов там на добычу полезных ископаемых и так далее Новотек там не платит с этих СПГ проектов. Поэтому результат вот этого скажем так, этого потери европейского рынка, он уже сильно ощущается в России. Да? Почему? «Газпром» показал уже убытки в прошлом году, там 560 миллиардов рублей. Значит, акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года.
В «Газпроме», что интересно, вот если посмотреть их финансовую отчетность, у них уже бизнес-направление экспорт газа, вообще газовый бизнес, он уже приносит денег меньше, чем нефтяной. Вот многие не знают, но на самом деле «Газпром» сейчас зарабатывает больше денег на экспорте нефти, а не на газе. «Газпром» сейчас 80% своего газа продает на внутренний рынок, который убыточный. Раньше он субсидировался за счет экспортных доходов, а сейчас правительство, федеральное правительство вынуждено повышать цены на газ для населения в Российской Федерации, ЖКХ. Например, вот у них уже запланировано с 1 июля 2025 года дополнительное повышение цен на газ, и суммарно с начала так называемой СВО у них, а у нас войны, цены на газ для населения в Российской Федерации вырастут на 37%. Да? Цены на ЖКХ растут, цены на электричество растут. Там выступил у них там замминистра энергетики и сказал, что у них цены на электричество там со временем должны вырасти в 2-3 раза. То есть сейчас там ситуация вот для, вот, знаете, борьбы холодильника с телевизором. Да? То есть население Российской Федерации сидит такое и думает, подождите, мы тут 2 года воюем, захватили куски Донецкой, Луганской, там еще какой-то области, положили 400 тысяч населения своего российского. И что в итоге мы имеем? Опять же, повторюсь, незначительную часть Украины и плюс повышение тарифов на газ, на электричество, на ЖКХ. То есть, может быть, пора что-то менять у нас в стране. То есть, я считаю, что то, что мы остановили транзит, это очень важно. Я сейчас детально расскажу вот про Словакию, про Австрию, но эффект на Российскую Федерацию, он существенный. Да? То есть, а кумулятивный эффект за счет там, снижения доходов от экспорта нефти, да, мы можем поговорить и про теневой флот и так далее, но санкции работают, да, может быть не так быстро, как мы хотели, но они работают, и я верю, что это очень правильно. И следующий ход Украины, который должен быть, это остановить еще и транзит российской нефти. Мы тоже можем об этом отдельно поговорить. Угу. Так давайте по эффекту на Словакию, Австрию, Венгрию. Да. Хорошо, ну смотрите, Венгрия не получала газ через Украину с 2021 года. То есть там был построен вот этот турецкий поток, от него болгарская труба, и там фактически российский газ идет через Турцию и Болгарию в Венгрию. То есть они с 2021 года газ через нас не получают, и поэтому, собственно, вы же видели, что Орбан особо там по поводу газа не кричит. Австрия отказалась сама от российского газа месяц назад. Да, то есть они, понимая все последствия там, взыскания денег с «Газпрома», они выиграли у них арбитраж, начали взыскивать деньги, и «Газпром» им автоматически перекрыл поставку газа. То есть фактически они сейчас, Австрия вышла из долгосрочного контракта на поставку российского газа, который у них действовал до 2040 года. То есть теоретически они могли получать этот газ до 2040 года, но они приняли решение отказаться от российского газа. То есть они, понимая все последствия, приняли это решение и полностью сейчас себя обеспечивают из альтернативных источников этого газа полно в Европе. Словакия. Значит, по Словакии ситуация следующая. Была официальная информация от руководства Словацкой Республики о том, что у них есть возможность купить импортный газ, не российский, но это будет стоить им на 220 миллионов евро в год дороже, чем российский газ. Что такое 220 миллионов евро для Словакии при их населении 5,5 миллионов человек? Это примерно дополнительно 3,3 евро в месяц на каждого словака, то есть на чашечку кофе. Вот не покупать российский газ будет для Словакии стоить не выпить по чашечке кофе раз в месяц. Ну, мне кажется, что это не катастрофическая плата за то, чтобы не посылать 6,5 миллиардов долларов в Российскую Федерацию. Да, Словакия еще зарабатывала на транзите газа. То есть Украина получала сама за транзит, потом «Газпром» платил еще Словакии за транзит, который этот газ возила в Австрию. Но если Австрия перестала покупать российский газ, то куда они будут возить? Да? То есть фактически что хотела сделать Словакия? Они хотели забирать вот эту вот квоту
Австрии и продавать там на европейском рынке и на этом дополнительно зарабатывать. Ну, извините, как бы желание Словакии заработать на российском газе и позволить россиянам зарабатывать еще пару миллиардов евро, ну, меня как-то мало интересует. Да? То есть, если тут вопрос идет энергетической безопасности Словакии, то никаких рисков для них нет. Они Сергей, могут себе спокойно и весь необходимый объем газа из Европы. я просто хотел уточнить, что я же понимаю, что словаки покупали этот газ по более низкой цене, чем тот, который там сейчас есть на рынке, там, да, потому что их какой-то Да, длинный вот разница для них вот в Да. год составляла 220 миллионов долларов. Да, да, да. То есть, что вот это, в этом была их мотивация. Нет, не только. В этом Это была вот, маржинальность. во-первых, они покупали дешевле, а во-вторых, они еще дополнительно зарабатывали на транзите российского газа через Словакию, дальше в Австрию, там, Италию и так далее. То есть фактически Словакия это такая же транзитная страна, как Украина. Она сама для себя не очень много этого газа покупает. У них всего там потребление 4 миллиарда кубов. Ну, что это Да. такое? В Украине сейчас потребление 20 миллиардов. В 5 раз больше. А, Вот, поэтому это Чехия получала через Словакию? Или Чехия уже давно не получает, насколько я Нет, помню? Чехия давно уже отказалась. Ну, как бы, смотрите, там ситуация такая. То есть у них есть возможность получать газ из Германии, и у них там микс такой. Конечно, там, когда не было запрета, ну и сейчас вот, кстати, нет, на импорт российского газа, конечно, они на спотовом рынке дешевый газ покупали. Там были у них и значительные закупки и так далее. Но это никогда не было проблемой технической покупать другой газ. Да? То есть, понимаете, тут в чем как бы фишка, вот многие не понимают. Да? Вот говорят, Чехия покупает. В Чехии нет государственной компании, да, есть частные компании, которые покупают газ и его там, значит, ну там для электричества, там поставкам населения и так далее. А частная компания, она же работает по принципу минимизации затрат, да? То есть, грубо говоря, ну, сидит там руководитель этой чешской компании частной и говорит, так, подождите, есть запрет на импорт российского газа? Нет, ну хорошо, я куплю тогда российский газ, какие проблемы? Да? А тут как раз нужно политическое решение. И вот политическое решение принимают страны вот такие, допустим, как Австрия. Да, они приняли политическое решение, несмотря на то, что им может быть дешевле покупать российский газ, но они понимают, что поддерживать агрессора, который там уже четко там говорит, вы, наверное, слышали выступление этого министра обороны Российской Федерации, что они готовятся к войне с НАТО. Ну, подождите, Россия сама говорит, что она готовится к войне с НАТО, и страна, ну, Австрия не член НАТО, но, допустим, там Австрия, что будет посылать деньги в Россию, ожидая, что российские солдаты придут через 5 лет в Вену, ну, австрийское правительство понимает все последствия и, соответственно, действует солидарно с другими странами ЕС, которые тоже значительно сократили закупки газа в Российской Федерации. Угу. Итак, что теперь это означает вот в долговременном плане? Россияне теперь будут этот газ прокачивать через турецкие вот эти потоки, как бы там, да? Нет, не будут. Почему? Потому что забиты турецкие потоки, нет возможности прокачать. Поверьте, если бы у них была возможность прокачать этот газ через турецкие потоки, они бы не сидели, не ждали. Да? Я же вам уже сказал, они снизили добычу газа в России там, на 160 миллиардов. Ну, сейчас чуть-чуть они отращивают назад, вот, но они снизили, да, то есть если бы у них была возможность через Турцию эти дополнительные объемы перекинуть в Европу, они бы это сделали давно и не ждали, пока закончится украинский транзит. Да, там чуть-чуть они могут, там есть какие-то там небольшие мощности, доступные через Турцию, но там есть еще проблемы на выходе из Турции, то есть, грубо говоря, там даже газ можно привезти в Турцию, а потом в Европу там газопровода большого нет, то есть его там особо не впихнуть никуда. Поэтому, к сожалению, частично они только смогут компенсировать это через Турцию, но Европейский Союз очень, так скажем, внимательно смотрит, что происходит в Турции. Они очень негативно относятся к идее создания вот так называемого российско-турецкого газового хаба, там где фактически хотят они этот российский газ перемешивать с какими-то другими газами и продавать его уже как турецкий. Но Европа же тоже не дураки, они как бы все понимают и очень внимательно за этой ситуацией смотрят. И я не думаю, что вот эта схема турецкого газового хаба, ну, совместно с российским газом, она как бы взлетит очень быстро, да, то есть Европа не собирается как бы давать Турции на этом деле очень много зарабатывать. Поэтому не все так там просто. Вот по газу я считаю, что это было очень правильное решение, очень болезненное для Российской Федерации.
И я очень-очень рад, что таки все-таки здравый смысл на наших Печерских холмах, он как бы победил жадность, и все-таки было принято решение остановить транзит. Тут вопрос от нашего зрителя, Гудвин пишет. Юрий, спросите, куда еще Россия одевает 250 ярдов кубов газа? Неужели почти все на внутреннее потребление аж 200 кубов? Ну, они тут столько потреблять не могут, я так понимаю. Это невозможно. Просто. Россия потребляет, там, сейчас давайте я вспомню, ну вот смотрите, 80% добычи «Газпрома» идет на внутренний рынок. Да? Вот 80%. «Газпром» сейчас добывает, там, по-моему, 415. 80%, то есть это 300 миллиардов чем-то поставляет только «Газпром». Кроме «Газпрома», там еще штук 200 мелких добычников. Да? Там всякие Сургутнефтегаз, там миллионы этих мелких, ну не миллионы, но сотни мелких поставщиков. Мы просто думаем, что в России там газ добывает только «Газпром». Нет, там много-много-много компаний, которые добывают российский газ. Просто в России есть монополия на экспорт газа. То есть экспортировать газ трубопроводами может только «Газпром». А вот СПГ-терминалы, ну, не все компании могут себе позволить строить. Фактически там строили СПГ-терминал только Новатэк. Да, то есть он был достаточно так богатый, который мог себе это позволить. А есть еще куча мелких добычников, которые там газ на внутреннем рынке продают. Я боюсь ошибиться, но там потребление газа в Российской Федерации, там, не знаю, по-моему, 700 миллионов, что-то такое. У них очень много газовой генерации, они электричество очень много генерят на газе. Там, у них сейчас большая система субсидирования, они автомобильный транспорт переводят на газ и так далее. То есть Россия, она как страна богатая на газ, она старается очень много газа потреблять внутри. Сейчас у них идет там колоссальная программа газификации регионов, потому что газ девать некуда. Они там наконец-то вспомнили, что у них там 80% России сидит без газификации. Я на секундочку, я нашел информацию. За 23 год, вот данные, внутреннее потребление природного газа составляет 480-490 миллиардов кубов, из которых электроэнергетика и теплоэнергетика 35%, промышленность 25%, население и коммунально-бытовой сектор 20%, нефтегазохимия 10%, прочие потребители 10%. Вот так вот. Да, вот видите, у них очень большое внутреннее потребление, но там бездумное по многим вообще, потому что газ у них дешевый, у них там газ до повышения стоил $50 в 1000 кубичных метров. Это вообще как бы ниже себестоимости. Вот, но как бы это был такой социальный договор, значит, население сидит не бузит, а значит, получает дешевые газ там, и ЖКХ. Ну, я вам уже сказал, что это все меняется. Уже с начала СВО у них уже цены на газ вырастут на 37%. И надеюсь, что россияне начнут задумываться, зачем им эта война нужна. Давайте, вы хотели по Молдове поговорить, да? Да. Да, смотрите, значит, Словакию мы обговорили, там обычный животная жажда денег, но мы это вылечим у них. Значит, Молдова. В своем сообщении о прекращении поставок газа в Молдову ни слова нет о том, что эта проблема связана с остановкой транзита газа через Украину. «Газпром» сам написал, что это связано с наличием долгов Молдовы за российский газ. Вот, поэтому даже сам «Газпром» не связывает эти поставки, прекращение поставок в Молдову, в том числе и Приднестровье, с остановкой транзита через Украину. Почему? Потому что «Газпром» прекрасно знает, и ему об этом 100 раз говорили, что существует возможность прокачать необходимые объемы газа через турецкий поток. Вот таким вот большим кольцом через Турцию, потом через Болгарию, Румынию и назад в Молдову. Есть такая возможность, это стоит там каких-то разумных денег, но Россия решила этого не делать. Да? То есть вот она, помните, клип такой интересный был, значит, что-то там идет зима, значит, они показывали, как они заморозят Европу, да? Но почему-то замораживают не Европу, а замораживают лояльные себе Приднестровье. И тут я с вами согласен, что здесь в основном идут политические какие-то задачи. Что касается, давайте Молдову разберем просто по запчастям, чтобы всем было понятно. Значит, Молдова существует, де-факто правый берег и левый берег. Да? Правый берег это Кишинев, это проевропейское правительство Санду, и левый берег это сепаратисты Приднестровской Молдавской Республики, которые там находятся, там военные российские базы и, соответственно, смотрят, создают угрозу нашей территории со стороны
с южной стороны угроза Одесской области. Значит, правый берег, им тоже выключили газ еще в 2021 году, Россия, значит, и тогда Украина очень сильно им помогала пройти вот это вот очередной шантаж Кремля, и мы им тогда даже дали в долг 15 миллионов кубических метров газа, я еще тогда был руководителем МГТС, и мы помогали им это дело организовать, помогали им организовать закупки газа в Европе, объясняли, как это все делается, потому что мы начали газ в Европе покупать еще в 2015 году. Вот, мы им все помогали, рассказывали. Скажу еще, да, повторюсь, что дали 15 миллионов в долг кубов газа для того, чтобы они прошли там несколько дней, пока начнутся поставки из Европы. Но в сухом остатке правый берег с 2022 года он не покупает российский газ. Они покупают газ в Европе, там, в Румынии, ну неважно, на европейском рынке. На эту зиму правый берег себе уже закупил весь необходимый объем газа. У них есть газа полностью для прохождения всего отопительного сезона. Да, то есть они все себе купили, все у них хорошо. Поэтому никаких проблем для правого берега вообще с газом не будет. Что касается Приднестровья, да, они, понятно, никаких у них запасов нет, ничего у них нет, они всю жизнь получали бесплатный газ от Российской Федерации, никогда за него не платили, и суммарный долг Приднестровья за российский газ, если не ошибаюсь, порядка 7 или 10 миллиардов долларов. И этот газ Россия там всегда пыталась перевесить на Кишинев, но Кишинев успешно как бы все это дело не принимал. Поэтому Приднестровье, вот руководители сепаратистов Приднестровья сидели, ждали российского газа, но он не пришел, хотя мог прийти, как я вам уже сказал, через Турцию. Какие есть риски для правого берега? Для правого берега есть риски, связанные с работой молдавской ДРЭС. Это электростанция, которая находится на территории ПМР и которая вырабатывала 80% электричества для правого берега. Вот это вот реальная проблема. То есть вот тот российский газ 5,7 миллионов в день, который поставлялся в Молдову, он в большей части использовался для выработки электрической энергии, часть из которой продавалась Приднестровьем в Молдову. Да, и тем самым Молдова обеспечивала себя 80% этой электрической энергии. И эта цена, она была достаточно, там, ну, скажем так, дешевая, 65 евро за мегаватт, что, в принципе, очень, очень хорошая по нынешним меркам цена. Но, опять же, это все было не бесплатно, Молдова платила Приднестровью. Но, опять же, Приднестровье эти деньги успешно там как-то куда-то девало, потому что в России они ничего не платили. И что сейчас делает Молдова? Фактически им нужно заменить 80% вот этого вот импорта электрической энергии, который шел с Приднестровья, на импорт из других стран. То есть они на самом деле это успешно решают. Вот уже 4 у нас января, Кишинев, имеется в виду весь правый берег, имеет достаточное количество электричества, нет никаких там веерных отключений. Электричество они привозят себе через интерконнекторы с Румынией и частично через интерконнекторы с Украиной. Ну, опять же, я тут хайп не буду вот это вот подавать, что вот Украина сама продает электричество в Молдову и так далее. Ничего Украина не продает, там какие-то есть перетоки чисто технические, когда у нас есть возможность. По ночам. Да, то есть, там... Что? По ночам, они по ночам передают, когда у нас избыток да, есть. когда избыток есть, да, ну, как бы, все правильно, да. Вот, поэтому и Молдова купила себе, правый берег имеется в виду, купила дополнительные объемы в Румынии на атомной электростанции Червоновода, там по 80 евро за мегаватт, то есть оно чуть дороже и так далее. Да, придется повышать тарифы для населения в Молдове. Но там действует хорошая система субсидий, которая субсидируется, фактически финансируется Европейским Союзом. То есть, ну, как работает, как и у нас. Если население там какой-то конкретный гражданин не может платить, то, соответственно, он получает субсидию, и он просто платит там определенную сумму, которую он может платить. Вот, поэтому я считаю, для правого берега вообще никаких проблем не будет, да, то есть все у них будет хорошо, есть возможность у них эти проблемы решить. Левый берег, там может быть катастрофа, потому что их фактически россияне бросили на произвол судьбы. Там уже отключили электричество, ну, веерное отключение электричества, 1500 многоэтажек там без тепла и без горячей воды, остановлено все производство и так далее. И что странно, Тирасполь в этом винит Кишинев и Киев. Но слова плохого не скажет про «Газпром», про Россию, которая, собственно, является их основным донором, спонсором и так далее все эти годы. Да, то есть я это все связываю с тем, что вы правильно сказали, что это элемент политической борьбы. Весной там в Молдове будут выборы, и фактически за счет вот этого вот энергетического кризиса, который сейчас пытается создать Кремль, они пытаются
повлиять на местное население, которое как бы начнет, ну, они надеются, начнет думать, вот зачем нам это Европа, цены на газ дорогие, на электричество дорогие, вот Россия придет, будет нам опять давать бесплатное электричество. Ну, стандартная вот эта вот российская тема дешевой газовой иглы. Ну, слава богу, что мы с этой иглы слезли еще в 2015 году, когда перестали импортировать братский газ, который россияне нам предлагали по $450, а мы в Европе начали покупать по 250. Ну, вот такой у нас был братский газ в 2015 году. Вот. Ну, я надеюсь, что Молдова тоже пройдет это испытание. Уверен, что Европа поможет финансово и технически пройти безболезненно. Кишинев предложил свою помощь Тирасполю в организации поставок газа для населения и, значит, электростанции в Тирасполе. Но понятно, что это все будет не бесплатно и должно как бы оплачиваться соответствующе. Ну, Тирасполь пока эту помощь отклонил. Да. Ну, значит, там есть запасы угля на этой электростанции. Ну, посмотрим. Я лично ожидаю, что... На 2 месяца запас у них там. Ну, да, но понимаете, там проблема в чем? Там, когда выключается отопление, народ включает калориферы там, и так далее. И это убивает всю систему. То есть у них уже проблемы, ну, не выдерживают просто электросети. Да, то есть и у них сейчас уже начались очень большие проблемы. Я не понимаю, зачем Россия вот этот кризис усугубляет, но, видать, у них есть какие-то задачи и цели. Ну, такая вот будет прививка жителям Приднестровья от их сюзерена в Кремле. Ну, очень сожалею за судьбу вот этих бедного населения. У меня у самого там родственники далекие живут, и как бы понимаю, что люди страдают, но, к сожалению, это вот такая вот политика Кремля. Ну и, возможно, это подтолкнет сейчас Приднестровье к тому, чтобы каким-то образом вернуться в Молдову. И, ну, возникают просто все условия сейчас для этого. Я надеюсь, вот вы правильно сказали, да, то есть фактически сейчас молдавская сепаратисты в Приднестровье, так как они не смогли договориться со своими, там, скажем, сюзеренами в Кремле, они должны посыпать голову пеплом и прийти попросить помощи у Кишинева. Кишинев должен сказать: окей, мы готовы вам, конечно, помочь, вы граждане Молдовы, мы вас любим, уважаем. Они уже так сказали, кстати. Но, извините, давайте тогда... Это будет центральная власть, да, вы не будете сепаратистами, а вы станете частью страны, вернетесь как бы в юридическое поле Молдовы. И тогда, соответственно, Молдова сможет распространить свою систему субсидий на Приднестровье, предоставить дополнительную поддержку населению Приднестровья и так далее. Конечно, Молдова это предложила уже, как бы, они готовы помогать. Они не ждут, пока там, значит, Приднестровье замерзнет. Они говорят: мы готовы предоставить помощь, мы готовы встретить всех людей, которые будут выезжать с территории Приднестровья на территорию Молдовы. Мы готовы обеспечить там теплом, там, временным жильем и так далее. То есть Молдова предоставляет всю необходимую помощь ну, в рамках своих полномочий. Она не может просто сейчас начать бесплатно газ европейский, дорогой, качать в Приднестровье, чтобы дальше сепаратисты на нем там, значит, жировали. Ну, извините, так не бывает, как бы. Что эта ситуация означает для Украины? То есть, ну, многие там задают вопрос, что там упадет давление в газе. То есть, мы уже в прошлых эфирах об этом говорили, но не все эти эфиры видели, и поэтому вот лучше объяснить. Чем с точки зрения, да, с точки зрения технической. 4 января система работает и так далее. То есть это все, знаете, российская пропаганда, что у нас там не будет давления какого-то там, значит, там еще чего-то там, какого-то там буферный газ какой-то. Ну, я был руководителем оператора ГТС 3 года, и я когда читаю этот бред, особенно от людей, которые там позиционируют себя как какие-то там эксперты энергетические, мне просто плакать хочется, да. То есть, чтобы вы понимали, транзит последние годы шел в изолированном режиме по газопроводу «Прогресс», который начинается в Судже, ну, вы знаете, да, это в Сумской области, там, где сейчас освобождена нашими войсками. И, значит, заканчивается в Великой Капушан и Словакии. То есть это закрытая труба, по которой шел транзит. То есть все остальные там 35 тысяч километров газопроводов Украины, они как-то без этого транзита живут уже 2 года и нормально себя чувствуют.
Да? И у нас своих 70 компрессорных станций, у нас своих мощностей по транзиту газа внутри Украины 700 миллиардов кубических метров. Это еще было построено, знаете, для Советского Союза, когда у нас промышленное производство было там космическое. Да? То есть у нас избыток сейчас мощностей. То есть Украина пройдет абсолютно незаметно с точки зрения именно транзита. Да? То есть у нас есть другие риски, они не связаны с транзитом. Да? Ну, само собой, разумеется, риски атак на нашу инфраструктуру. Как бы, ну, мы знаем, что россияне уже было 7 волн атак по нашим хранилищам, идут постоянно атаки по нашей добыче. У нас еще есть там абсолютно мне непонятные решения по запасу газа, которого, я считаю, нужно было создать больше. И то, что «Нафтогаз» создал в этом году, это, ну, так, знаете, по тонкому льду. Мы об этом с вами говорили. Вот. А так, с точки зрения именно отсутствия транзита, никаких вообще проблем нет. Мы готовились к этому, повторюсь, еще до 2020 года. Да? То есть мы еще готовились там. После 2020 года мы готовились к этому. То есть вся система, она была подготовлена к работе без транзита. Никаких рисков именно технологических не существует. Существуют только военные риски, связанные с атаками. Но я лично считаю, что вот это вот, знаете, вот там кто-то писал, что вот они не бьют по нашей ГТС, потому что идет транзит. Да не так, понимаете, просто нет у них возможности ракеты бить по всему. У них, если были дополнительные ракеты, они бы били по нашей энергетике не переставая. Они просто вот то, что у них есть, они выстреливают, потом 2 недели копят и выстреливают опять. И вы видите, они не могут добить нашу энергетику, потому что не хватает у них возможностей. И смысл им бить по нашей ГТС, ну, если они вот 7 больших атак было по электрической инфраструктуре, то, ну, с одним выстрелом украинскую ГТС не остановить точно. Вот поверьте мне. Да, то есть это наша система достаточно гибкая, защищенная. Она строилась во времена Советского Союза в ожидании войны большой с НАТО. Поэтому, ну, я думаю, что, знаете, вот это, то, что мы транзитировали этот газ в последние годы, это был такой бонус для Российской Федерации. Со своей стороны они нам ничего не обещали, а с другой стороны они получали 6,5 миллиардов долларов ежегодно. Да? То есть никогда же не было никаких гарантий, что вот давайте вы транзитируете, а мы не бьем по ГТС. Не было же такого. Да? Они били и транзитировали. Ну, собственно, то, что сейчас у нас происходит и с нефтью. Да? То есть нефть идет и так далее. Вот. А что касается нашего ответа, даже если они будут бить по нашей ГТС, но мы тоже знаем, где их ГТС. Да? То есть сегодня вот был удар по Усть-Луга, это Тамаш на берегу Балтийского моря, 1500 километров в Украине, это основной нефтяной терминал, там также, кстати, точка выхода из Российской Федерации Северного потока-2. А мы знаем, где другие основные газопроводы Российской Федерации, мы знаем, где их хранилища газа основные. Поэтому я, знаете, вырос на Борщеговке, довольно суровый район, и привык к тому, что зуб за зуб, как говорится, да, вот, начнут бить по нам, будем бить по ним. И я считаю, что это правильный вариант. Я категорически не согласен с господином Арестовичем по поводу того, значит, он там рассказывал, что надо, значит, замеряться, ничего не трогать, и вот так будет мир. Я не согласен. Я считаю, что нужно повышать ставки. И когда они поймут, что потенциальные потери от продолжения конфликта с нами, они превышают потенциальные выгоды, вот тогда, значит, у них будет желание остановить эту ужасную войну. Тут был комментарий от Турдека, что типа, а логично говорить о том, что Москва виновата в том, что Приднестровье не получает газ. Ну, я отвечу за вас, может быть, вы меня поддержите, не поддержите, но я как раз считаю, что как раз все логично. То есть Россия начала войну с Украиной, через ее границу, через нашу территорию идут газонефтепроводы. Естественно, Россия должна нести какие-то издержки, и, собственно, для Украины вполне логично сделать так, чтобы задушить Приднестровье экономически, потому что там находятся российские солдаты, и в любой момент Украина может получить удар в спину в Бессарабии, там где-то еще, и поэтому для Украины и Молдовы в принципе вообще целесообразно прекратить эту сепаратистскую историю себя под боком и вытащить эту иглу из, значит, нашей задницы и раз и навсегда закрыть этот вопрос. Собственно, вот сейчас я думаю, что с Приднестровьем это и может произойти, потому что ну, в существующей ситуации для них никаких перспектив вообще нет. Они могли существовать
существовать только до того момента, пока у Украины были нормальные отношения с Россией, и Украина закрывала глаза на, ну, на все эти как бы сепаратистские там делишки ПМР в отношениях с Молдовой. И поэтому, если Молдова договорится с ЕС о том, как получить компенсацию некую экономическую за интеграцию Приднестровья, то эту историю, я думаю, можно будет закрыть вообще в ближайшие там недели даже. Абсолютно, я с вами абсолютно согласен. Ну, понимаете, вот что такое Приднестровье? Это 400 тысяч населения. То есть Европа там выделит, там, не знаю, там 100, 200, 300, 400, 500 миллионов, и все эти вопросы закроют вообще. То есть это, знаете, это не интеграция там Украины с населением там, за 30 миллионов в Европу. Это 400 тысяч, да, то есть людей, которые живут в Приднестровье. Ну и в основном это там пенсионеры и так далее. Все нормальные люди оттуда уже уехали, потому что там ни работы, ничего нет. Да, то есть поэтому эта вся проблема давно можно решить. Единственное, что, ну, проблема, не проблема, а ситуация в том, что Молдова категорически не хочет решать эту проблему военным путем. Да, то есть они категорически, у них прививка после войны, они не хотят. Да, то есть они говорят, пусть лучше будет это Приднестровье, но мы не хотим никакой войны. Да, с точки зрения Украины, знаете, нам там проехаться там, от Одесской области до Тирасполя 40 километров, но, собственно, понятно, что никто этого делать не будет, потому что, ну, как бы это суверенная страна, и тут без вмешательства, без просьбы Молдовы, как бы никто военными операциями заниматься не будет. Хотя, знаете, держать пару бригад нам с этой стороны, со стороны там юга Одесской области, ну, тоже, наверное, не совсем хорошо, потому что нужны войска в других более важных регионах. И я с вами согласен, что экономически это самый правильный вариант, возможность задушить этих сепаратистов, вернуть их в конституционное русло Молдовы, решить нам все эти проблемы. И, ну, именно поэтому я думаю, что россияне включат газ где-то через недельку-другую. Да, то есть они вот это потренируют, покажут своему населению по телевизору, какие вот украинцы гады, что не пускают транзит в Приднестровье замерзающие, снимут там пару клипов на Russia Today из замерзающего Тирасполя. Ну и на этом включат по просьбам трудящихся газ через Турцию. Сергей, у нас вот просто отличный блок по газу получился, он просто цельный, и я вижу, что у нас наклевывается точно такой же по нефти, и он где-то будет такой же по времени, и я просто думаю, что мы лучше сделаем, допустим, завтра, если у вас есть время, второй эфир по нефти, как бы там, да, будет часовой такой же блок, вот как этот, и мы точно так же глубоко, фундаментально вот разберемся и то, что там с нефтью происходит, окей? Ну, потому что да. очень хорошо получилось. Я просто не думал, что мы даже так долго затянем. Вот. Хорошо. Огромное спасибо за экспертизу. Завтра, готово завтра? Ну, надо посмотреть календарь, давайте позже спишемся. Да. Хорошо, мы тогда отдельно уже спишемся и решим. Спасибо за то, что включились. На этом заканчиваем. Сергей Макогон с нами был, он управлял газотранспортной системой Украины несколько лет, поэтому хорошо, прекрасно знает, о чем говорит. Еще раз со всеми прошедшими и наступающими. Взаимно. Да, до новых встреч. И мы сейчас заканчиваем и сразу начинаем следующий эфир, потому что Петр Кульпа уже здесь. У нас будет хороший, я думаю, великолепный эфир «Геополитика силы», где мы все тенденции, которые проявились в последние недели, раскроем. Петр уже здесь. Не забудьте поддержать наш сбор на студию. 150 тысяч гривен каждый месяц мы собираем. На 5 число у нас платежи. Ну, правда, завтра выходной, это в понедельник. Вот. Уже 40 тысяч, даже больше мы собрали. В описании к эфиру ссылка на PayPal, на Patreon, на банку Монобанка. Мы вместе как бы развиваем наши медийные проекты, не только медийные проекты. Все, на этом заканчиваем. Через пару минут включаемся. Пока.